цель. И самое главное, вот я все-таки вот до меня вот сейчас вот прям это вот так вот четко и очень так ясно, очень так конкретно вот отменить все свои решения, заниматься, проявлять интерес, там, вот это любопытство, заниматься магией, эзотерикой, вызыванием духов и к антимиру в целом. Хочу вот это все отменить полностью. Уже достало. Вот, Ты вот в этом, должна вот вспомнить, когда это у тебя началось. во всех своих прошлых перевоплощениях, кем я только не была и чем я только там не занималась. Это уже общелюдно известно. Одна там это, как ее, царица Савская, чем только она не занималась. Вот, если бы это отменить во всех своих прошлых воплощениях также. Тут-то я помню, когда это у меня началось. С самого детства, когда собака на меня набросилась, и я стала заикаться очень сильно, овчарка на меня прям набросилась. И меня повела мама к бабке, к этой знахарке. Ну, спасибо отцу, там 3 дня надо было лечение, он на 3-й день меня не отпустил, но она лечила спичками. И вот с этого что-то и началось. Вот этот запах вот этой воды мертвой, вот до сих пор вот у меня с 3 лет вот этот как-то засел. Оттуда вот это и пошло. Потом мне было неинтересно это все, но меня потом, ну, мама моя как сторож, она меня все время туда пихала. Как-то я на первых сеансах рассказывала, как она мне, как со мной поступила, куда она меня отправила. Но это уже в прошлом, проехали. Да, вот. Найти причины, ответы и на что притянулась, почему Вселенная обо мне не позаботилась, почему я оказалась в такой ситуации, такой ужаснейшей. Всю беременность проходила без ничего, без полуголодная, родила еще хуже стала. И с чем это связано? Почему так? Например, во время беременности, да, вот сына не было есть, не было рождения сына, есть было нечего, что не так? Почему это все? Отменить, опять я поскакала, так, успокоиться надо. Отменить все события, крючки, зацепки, контракты, мешающие гармоничной жизни, трудоустроиться, иметь моих детей место под солнцем. Например, я вот стала очень так опять по чесноку с собой ковыряться, в смысле смотреть, и я вот это увидела. И это дыхание тоже помогло, конечно. Во время беременности попалась это одна женщина, работала в прокуратуре, зовут ее Сауле. И вот, и она утверждала, что мне нужно официантом работать. А меня это так возмутило. Да еще и официанткой, да почему нет? Я ж такая талантливая, я ж много чего могу, я ж такая отличница, я еще такого могу сделать. Почему официанткой? И вот, и что-то в этом осталось. И после этого вот у меня, чем бы я потом поняла с того момента, это как НЛП-программирование, видимо. И вот после того я не могла никак перепрыгнуть какую-то определенную планку. Были, конечно, успехи там, куда вот я не войду, в какую-то вот команду, компанию, с низов начинаю, всегда заканчиваю. То есть у меня успехи такие, я быстро, но почему-то у меня все это с трудом приходилось. И вот когда я так дойду до определенного уровня, я уже все, надо уходить. Почему так? Вот. Отменить все свои и моих детей заключения. Заключение. Вот такое почему-то такая программа, почему-то такая выяснилась, заключение. Чиполлино вот. Меня дочка называла. Ты, говорит, мама, как Чиполлино. Но она такая, я так поняла, она просто так ничего не скажет. Белкой вот и Чиполлино меня называли. Это какие-то программы, я так поняла. Хочу, если таковые есть, избавиться от них. Осознав всю ответственность, потянув за ключевые нити, развязать все кармические узлы, все, что мешает, расторгнуть все контракты с антимиром, Люцифером, с Ильей и с Моной. Обязательно с Ильей и с Моной. Например, вот буквально на днях, позавчера, где-то дня 3 назад, 2 ночи назад, я вот сплю и как бы не сплю.
И вот вдруг комната такая светлая стала, и какая-то такая энергия, такая вот такая, как магнитная, такая намагниченная энергия такая. И у меня, я это состояние помню, как-то, так я помню, Папа Римский приходил, так меня вот гипнотизировал, что-то так, что-то там, что-то они со мной делали. Я это знакомо мне. И вот такого давно уже не было после этих расторгнувшихся контрактов. И на тебе, бац, опять пошло. И вот так они напрягали, все эти вольты, так они напрягали. Кто-то вот напрягался так сильно, и что-то не так на меня. А я такая, нет, вы левые, вы чужеродные, подставы, валите отсюда. И вот прям руками еле-еле прям нажала на свой этот самый приставку, и чтобы найти вот ваш канал. Думаю, вот, я нажму на этот канал, и вот как услышу ваши голоса, вот эти сеансы, и вот это как бы предупреждение. Я не одна, то есть отстаньте от меня. Я понимаю, в чем дело. То есть это какое-то нарушение, trespassing, то есть так нельзя. И вот после вот таких вот манипуляций я так им дала так. Я им дала понять, отвалить. Потом, конечно, они ушли. Но это меня очень испугало. Ну, почему-то, обычно я не боюсь, но меня это напугало. Думаю, с каких это пор? И, скорее всего, это Илья со своей Моно, видимо. Скорее всего, это они. Вот. Полностью вытащить хочу свои энергии от систем из всех времен перевоплощений, измерений. Избавиться от энергии блуда. У меня это было. Я опять к этому хочу вернуться. Хочу все по-честному с собой, хочу от этих энергий избавиться, потому что я помню, что я была сама не своя. На это была причина. Я на себя не в обиде, я себя как-то за это не караю и не отчитываю. Но все-таки, если остались там какие-то вот такие блудовские программы, вот эти энергии чужеродные мне, пожалуйста, избавиться, чтобы я их не передала там каким-то образом, не повлияла на своего сына, на своих детей, чтобы что-то от этого не передалось им. Вот. Словить и пресечь антимир за вторжение хочу в моих детей пространство как во снах, так и в наяву. Опять вот это хочу, потому что сны были как фильмы такие есть, многосериальные, такие четкие, ясные. Мне это очень не понравилось. Например, наяву, так. А это уже был такой настоящий пример. В 2018 году, или 7, да, вот я было поздно вечером, почти ночь, да, и вот прям в комнате темно было, и такой свет, и прям вот ниоткуда, ну прям как Sky-Fi, как в Sky-Fi movie, да, появилась такая камера. Камера появилась, вот как вот эта вот security камера, есть такая же, да? Прям вот она белого цвета такого, с такими этими черными такими этими. И вот она появилась, стала все сканировать. И вот так аккуратно каждый угол меня всех просканировала. И это заняло где-то около 2 минут. Как она внезапно появилась, тут же она внезапно исчезла. Я, конечно, не то, что я испугалась, я думаю, ну да, я понимаю, что я живу в матрице, это что-то вообще непонятно. Откуда она вот так могла появиться? Вот это, с этим я хочу разобраться и это все убрать. Кто меня там сканировал, зачем, почему? Пускай все себе обратно забирает. Так, признание своей... Ага. Так, опять я хочу признание своей ответственности, предательства моей души, моих детей. Отменить хочу все решения и ситуации, где я дала согласие на смерть во всех перевоплощениях, где я поддалась смерти. Расторгнуть все контракты, субконтракты с антимиром, с Люцифером. Восстановить кон гармонии и гормональный механизм в моем теле. И терминировать, то есть уничтожить все контракты, причины, крючки, зацепки между мной и дочерьми, cancel, всеми служителями системы, работников legal system, задействованных когда-либо, где-либо в этих custodial battles, показать, дать понять,
что их ждет, когда идешь супротив конов нашей священной вселенной. Вот, я рассказывала, что в детстве собака набросилась, и я стала заикаться и с равнодушием относиться к животным. Да, вот у меня с того момента я к животным вообще никак. Потому что они для меня есть. Я как бы нашла такую причину, ой, если хочешь pets, там, значит, надо жить с какими-то там этими червяками, там, бактериями. Нафиг они мне нужны. Поэтому я такая, ну, нашла себе причину, на них смотрю так. Они такие хорошенькие, но что-то нету такой тяги к ним. Как-то так свысока. Хочу это отменить. Сны. У меня такое подозрение. Хочу спросить у своего высшего я, есть ли такая вот эфирная беременность? Потому что во сне вот недели 2 назад у меня были какие-то такие гадкие, такие блядские сны. Мне не нравится. Я вообще этим не страдаю, я об этом не думаю. Но что-то вот такое пошло. И вот если это же неспроста, надо вот хочу все это убрать. Убрать и отправить обратно, откуда оно все это пришло. Вот. Возможно, эфирная беременность. Я вот, потому что до этого у меня было, я такая, насчет этого очень такая падкая была. Если она и таковая есть, убрать обратно и отменить. Отдать все это туда, откуда пришло. Отменить контракты с Ниной Барбарой Эванс. Это аферисткой. Надеждой опять. Вот она все время мне крутится. Тарасом Анной. Барухаем с его окружением. Михаэлем. Это его друг. Отменить и убрать всех с именами Саулея, Михаил, Михей. Я вот заметила, как кто не появится, там, Михаил какой-то. Все. У меня какая-то с ним что-то такое, какие-то вот такая вот, у нас что-то такое всегда появляется. Вот я как бы стала, может, это не стоит, но я так что-то мне захотелось убрать всех этих товарищей с именем Михаил или Михаэль. Отменить, ага, все, вот сказала. Отменить знакомство и гипноз с цыганами, от цыган, тянувший к воровству. Я как-то жила, когда приехала в 2000 году, меня поселили в такое место, там цыгане прям жили, прям около меня. А я с сыном. И вот я от них держалась подальше, но так и не получилось. Они прям так врывались в мое пространство. И как-то я заметила, что эта цыганка меня вот гипнотизирует. И я сразу такая очнулась, говорю, говорю, так не делай. А потом все-таки они меня взяли, и мне пришлось как бы работать с ними вместе. Ну, то есть я не хочу с ними связываться, а там никак. Если с ними не это самое, как бы нужно один раз так походить по местам, просто ходить, ничего не делать. Они там своими делами занимаются, а ты как бы как это, ну, красивая девочка, все на тебя смотрят, а они там своими делами занимаются. То есть как бы я так с ними один раз в неделю похожу, потом они все от меня отстанут. Прожила я с ними так хороших 4 месяца вот с этими цыганами. Вот. И вот так вот они меня втянули в воровство. Вот это все хочу отменить. Вот, сказала. А что означает втянули в воровство? Я вообще приехала, я с такими чистыми помыслами в Англию, например, да? Но вот живу с ними, это какая-то мафия такая. Во-первых, они там, эти женщины гипнотизировали меня постоянно. Потом я с ними не хочу вообще общаться, прохожу мимо, но не получается. Они живут, там целый табор около меня. Ты что-то воровала? После этого я потом воровала. Я с ними, да. То есть они до того, что за красная туфелька или что это такое? Да. Это было один раз. Мы, кажется, отменили эту красную туфельку. А она сейчас проявляется. Опять, да? Да, я вижу. Мы это отменили с Надеждой. Это красная туфелька. Это было за красная туфелька? Это красная туфелька. Я своровала ее у одной знакомой. Такую красную туфельку. Но у меня это как бы был такой, как сказать, я неспроста как бы это сделала. Я не оправдываюсь, но вот я чувствовала какое-то презрение со стороны этой девушки. Что-то такое было, сплетни какие-то, ну и, видимо, как в отмазку. Я вот и, получается, стащила эти красные туфлики.
Потом, конечно, я их вернула. Мне было очень стыдно тогда, но потом я поняла, лучше этого не делать. Почему-то она до сих пор тебя Да, бесит. ну вот то, что вот Хорошо. с Надеждой не проработалось, видимо. Видимо, Нет, или это на не от этом уровне. надежды зависит. Это не от надежды зависит. Это зависит от твоей осознанности. А, Конечно же. ну вот я сейчас хочу полностью убрать вот это самое первое, вот это свое. Потому что, видишь, ты говоришь, ты сама даешь себе ответы. Мгм. Только, вероятно, не замечаешь этого. Ты говоришь, что она ко мне как-то не так относилась, и я вот в отместку это сделала. Ты Она, сама говоришь о том, что ты, как чистая светлая душа, ну, не можешь сделать плохой поступок, но вот эти программы, эти темные духи, они провоцируют, они да. искушают человека, то есть они Мгм. подготавливают, делают почву Мгм. какую-то для того, чтобы спровоцировать. Но это как муж, ревнивый муж всегда спровоцирует свою жену, подготовит к измене. То есть он Мгм. столько раз верную жену в измене э, э, обличает, что она в конце концов и идет, и это сделает, и даже ему расскажет для того, чтобы выполнить его эти программы. Да, То вот. есть он подготавливал и подготовил. Вот, Ага. то есть нужно на это смотреть как на факт, да, как Да. на факт. Вот я это сделала, Ну, они а, сплетничали, они там издевались по-всякому. Я, конечно, такая, меня очень трудно так надо мной издеваться. Я очень такая сильная была. Я могла еще и ударить, могла еще и вмазать. Ну, просто вот меня это ну, вот, это вопрос, почему да, они над тобой издевались. Вопрос. завидовали по-своему. Как-то вот чуть-чуть завидовать Нет, нечему ты было. почему-то разрешала себе это. Ну, программа жертвы тогда была. Ну вот, Да, видишь? программа жертвы, да. То есть, То есть сама по себе. хорошо. Мгм. Ну что, идем работать? Да, поехали. Алло, Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь, Виктория? Я вижу, кто-то спит, а кто-то подошел с такой, как черная простыня, как на палке такая простыня, и вот так надвигает. Угу. От этой черной простыни подключка в сектор магии. Когда я посмотрела, кто это лежит, такой, ну, светящийся такой силуэт. А вот эта черная, считается как заслонка, вот так кто-то вот так провел, и вот так ноги, и до третьей чакры это все как погрузилось, как в мешок, в такую тень. Я услышала алоа, вот это Угу. светящаяся, слышу леди. Леди. Так. А вот этот в секторе магии, кто он такой? Ой, вот так махает, как мечом, делает какие-то как фокусы в цирке. Это не меч, это вот эта штука. Это как черный флаг на флагштоке, да? А Угу. он так крутит, и образуется такое колесо с такими прожилками. Да, как спицы эти у колеса, да? Да, ну, видно, что движение такое, идет сильное движение энергий темных, Угу. черных. Ясно. Ладно, хорошо, Виктория. Отсоединись от этой ситуации. Да. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Алоа. Алоа. 1, 2, 3. Да, я ее вижу. И там она вот так лежала, а сейчас она как в бочке, вот так по грудь, вот так вот сидит. А, Такая вот энергосфера снизу потемнела, руки сверху.
И что-то она как будто бы держит в правой руке. И вот так как-то на поверхности Мгм. руки. Вот так неестественно руки держит сверху. Так, хорошо, Виктория. Считай эфирное ДНК. Алло ли это? Да, алло. Угу. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней для нее. Да, она разрешает. И Угу. показывает на эту красную туфельку, которую я увидела, когда она зачитывала аспекты. И эта туфелька, вот так как я ее увидела, она находится вот где-то вот здесь. Ментально, на ментальной карте. Так. И такая ярко-красная энергия. И она тянется в сектор магии. И я вижу, что там Алуа, которая вот так присела, и как будто бы откуда-то вытаскивает эти туфли и вот так себе. То есть она своровала эти туфли. Вот, и потом я смотрю, что от там, где эти туфли стояли, как будто бы полочка какая-то низко так, то там какое-то считывается черное ядро. И от Мгм. этого ядра идет подключка в сектор интерферентов, а также вот где здесь красные эти энергии. Сейчас я считаю, как они считываются. Мгм. Там я увидела глаз. Вот Так. такой, вот такой глаз, продолговатый. Мгм. И тоже идет подключка в сектор интерферентов. Программа эта красная считывается предательство себя, и как будто бы захлопнулась дверь. Мгм. И как дверь эта захлопнулась, то это образовалась такая, как волна, как стоячая волна. И сейчас от сектора магии образовалась такая полоса к этой. Это как флагшток образовался, скажем так, с этой картины. Мгм. А этот флаг — это простыня, которая потянулась в сектор магии. А эти туфли — это была зацепка. А в секторе магии Кто находится в секторе магии, приказываем проявиться. Кто находится в секторе магии, приказывает ему проявиться в соответствии его физическим ДНК. так, этот дух Черномор. Вижу, как Илья. Слышу, царица Савская. Вот так ухватил Алуа, но в таком одеянии, как царица, за талию и резко к себе вот так прижал. Мгм. Но, как обычно, насильники женщин добиваются. То есть вот эти нелепые ухаживания, насильственные. Так. Что в этот момент произошло на эфирном плане? Но это и есть на эфирном плане. А, тогда давай посмотрим, что на физическом плане в этот момент произошло. В этот момент я вижу, вот там, где эти красные энергии были, с этими туфлями связанные, появляется это колесо. Оно тоже какое-то красное. Тоже вот так вращается. Так, сейчас я Мгм. посмотрю. Символ цельнозора. И я вижу, вот как к этому флагштоку
как магнитом начали такие программы притягиваться. Они похожи, как будто какие-то животные вот так поприцеплялись и потянули за собой этот шлейф, и образовался образ, ну, как будто бы флаг такой. Мгм. Так, этот символ, я слышу, цельнозора. Я вижу, как вот эти какие-то энергии, они как черти, как звери какие-то, они пролазят через, я слышу, сон Мгм. и в третий глаз. Э, Вот Алуа спит, Мгм. а через этот я слышу блуд, и увидела вот это снова, как это, как царица в такой Мгм. одежде. И он ее раз вот так прижал к себе за талию. И я вижу, Так, что они вдвоем наклоняются и что-то подписывают. так, что они подписывают? Давай посмотрим. Так надо посмотреть, это была реальность или это был сон, навязывание, потому что я слышу афера. Мгм. Так, Виктория, считай информацию. Это было реальностью или это было фантазией, искажением? Сейчас я вижу, как Алуа, как царица Савская, большая такая энергосфера, а, плотная, шарообразная и какая-то вся в узорах. Считывается как богатство. Мгм. И какой-то человек в секторе магии, он вот так делает реверанс, как бы поклонился ей. Приказывай этому человеку отвечать, кто он такой. Так, сейчас я посмотрю, как он выглядит. Приказывай этому человеку проявиться согласно его физическом ДНК на тот момент, когда он делает реверанс. Он как-то сильно уменьшается, а что он делает? Я вижу, что у него во рту трубочка такая, и он надувает такие шары. М. Считывается, создает параллельные реальности. Так, Кто он такой, ему приказывают отвечать. Как его имя? я слышу звездочет. Мгм. Так. У него руки по локоть черные. Астральный путешественник. Илья Монастырский. Мгм. Почему монастырский, интересно? Почему, Виктория? Почему он монастырский? Почему он так считывается? Я вижу, он заходит в красивую квартиру, белая, новая, рассматривает туда-сюда, Мгм. а там в уголке сидит Мона, как будто она делает сеанс в кресле с очками, ну, с маской на глазах. Мгм. А он к ней подходит и вот так левой рукой цап ее за талию и сел. Говорит, что будет с ней жить в Черногории. Так, Он в хорошо. Преймах. Вот что. Муж должен жену пригласить в свой дом, а он пришел в ее дом. Мгм. Вот. И поэтому он занял как бы место ее мужа. Она же не разведена.
Вот поэтому он и считывается. Он как бы перебросил на ее мужа, вероятнее всего, свою карму. Ну, короче, это он. Да, да, короче, хорошо. Так, значит, вот этот Илья делает реверанс. Давай посмотрим это событие, что происходило на физическом плане. Я вижу, что эта царица Савская стоит в эфирном плане, она очень большая, и у нее красивое платье, все расшито золотом, как Мгм. парчевое такое, плотное. А возле ее ног стоят такие сундуки. Так. А сундуки вот так раскрыты наполовину. И там драгоценности разные, и золото, и жемчуга. Очень всего много. Мгм. А он вот так смотрит на это все, и появляется какая-то вот тоже эта энергия, как то у него во рту эта палочка была, и опять такая черная палочка появляется, которая протягивается к этим сундукам. И Мгм. и как-то тянется к правой ноге его. Я вижу его в образе какого-то, вот лицо увидела и какую-то одежду, какая-то полосатая одежда. Мгм. В каком-то сеансе он выскакивал как евнух в этом гареме, насколько я помню. Ну ладно, Виктория. Так, вот этот палач, давай посмотрим, что происходит между ним и этой царицей. Они какой-то контракт заключают. Мгм. Так, Но мне интересно, что он за г- эти надул шарики, чтоб шарики. да, Давай 4 посмотрим. шарика. Он надул их. И я слышу реальности, параллельные реальности, визуальные параллельные реальности. Мгм. Так, я приказываю Илье отвечать, что он надул, что это за реальности. Он говорит, я перескакиваю из одной реальности в другую. И я вижу, что там больше, чем 4 этих шарики. Вот. Так, сейчас Так. я посмотрю в один из этих шариков, что это такое. Мгм. Я вижу, что сверху эти шарики как считывается как гипноз. Вот эта энергия и вот Алуа показывает, как она вот как будто крыльями, вот так руками, а жижа эта, в которой она сидит, вот это пространство, оно такое тяжелое, как холодец. И вот с этого это эти же шарики. А внутри такой стоит вот так в какой-то позе какое-то существо. Сейчас я смотрю. Считывается дух Вельзевула. Мгм. Так, это Так, какая-то реальность в этом шарике существует? это пространство. Он считывается как путешественник во времени. Казуальности, вот это идет казуальный, случайный какой-то. И между этими шариками есть порталы. Мгм. Так, почему это к этим сундукам проросла этот портал черный? Мгм. Виктория, посмотри, вот другой шарик, они чем-то отличают? Чем они отличаются, эти шарики? Там что, разная реальность? Да, я вижу, как там как будто бы шахматка.
А вот это он хочет забрать эти сундуки себе. То есть цель его вот это добро забрать себе. А следующий, вот я смотрю, там какие-то красные энергии. Вот эта туфелька. Вот Это, эти все события, да? да, да. И он как бы шастает по этим эфирным пространствам, по астральным, я слышу астральным, Мгм. параллельным этим мирам, миры программ фактически, духов. И как забивает, ну это как, знаешь, наворовал Мгм. и клад куда-то запрятал, и знает только он, где этот клад, чтобы потом прийти и его забрать. В Точно так же я следующем вижу это, воплощении. да, Мгм. так, точно так же это работает. То есть я вижу, что эта красная туфелька, это как этот путь к этой ситуации. Вот нужно разбираться с этим, что было в сундуках и каким образом он и это все забрал. Мгм. Так, значит, вот эта палочка, да, тянется к этим сундукам. Да. Ты сказал, да? Посмотри, что это за палочка. Это портал, и я вижу, идет энергия вот так, как к нему затаскивается, а вот эта Мгм. прозрачная, она наоборот выдувается с него, создаются эти параллельные реальности, и внутри как какие-то э, клоуны, что ли, вот эти стоят, духи. Они Мгм. считываются как духи. Так, давай посмотрим причину, почему царица позволила, чтобы этот Илья высасывал эту энергию из сундуков. Контракт. Мгм. И я Так. снова слышу, что она соглашается перевести куда-то. Уже второй раз вот это пришло. Перевести куда-то это несметное богатство. Это на физике что-то происходило. Мгм. А он как звездочет. Я вижу, что слышу, ищет пути и повернут в эфирном плане как в сторону будущего, и там в этом будущем такие звездочки, как золотые, расставляет на небе астролябий. Мгм. Так. А, Хорошо. Пусть Алло вытащит этот контракт. Видит она это событие? Но мне еще непонятно, я еще куда-то не дошла, что-то Не нужно дошла? рассмотреть, э, какой вообще, что на физике происходило. Мгм. Хорошо, Виктория. На счет 3 ты увидишь это событие, что происходило на физическом плане. 1, 2, 3. Я вижу, кто-то ее ведет, и вот так рукой показывает такой дворец, красивый, весь сияющий, какой-то замок, что ли. Ну, Мгм. а этот кто-то, кто ее ведет, он, он ее ведет, держит за талию и цап за задницу. Мгм. И он черный, и от него тянется подключка в сектор э, интерферентов. И когда он вот так ее небрежно так чак по попе, у нее как-то подключка проросла тоже к попе, ну, к этой Мгм. чакре. И он кому-то подмигнул в секторе интерферентов. А в секторе интерферентов и он показывает,
он ее сопровождает. Он Мгм. член ее свиты, и он ее сопровождает в какой-то дворец, что ли. Мгм. Так. Соломона, сияющий дом такой, как Мгм. дворец. Так, понятно. Так, а вот эта подключка, куда она к попе? Куда она тянется, эта подключка? Вот где копчик, Мгм. Так. А на той и стороне? Мгм. пошло потом по позвоночнику вверх. Над седьмой чакрой образовался такой, как купол черный, как зонтик. И вот эти спицы. Мгм. А интерференты кто? Приказываю интерферентам проявиться. Ты что-то не договариваешь. Так, приказываю всем интерферентам в личном пространстве Аллах, всем им приказываю проявиться согласно их эфирным ДНК и встать по старшинству. Вот сейчас появилось какое-то существо с длинными, как черви, как змеи или черви. Э, Вот есть такой, как клубок белый. От него идут много-много, как, ну, похоже на спрута, но не спрут. И от Мгм. этой штуки множество таких, как змеи, с головами, а на конце этих голов, как, как камера, я услышала, как защелкивается, знаешь, как камера срабатывает, вот эти видеокамера. Объектив. Объектив, как фотоаппарат, так щелк. Мгм. Так, это Вот. у голов этих змей такие, да? Да, да. Мгм. Это какая-то искусственная конструкция. Сейчас я посмотрю, что это. Мгм. Оно имеет вид в эфирном пространстве как такой вот кристалл, как пирамида. Э, Там много граней, по-моему. И Мгм. они так ну, поблескивают. И такое же идет отражение вниз. То есть две вершины. Одна вверху, другая внизу. В центре находится глаз. Мгм. И вот эти вот тоже змеи с этими... Так, что это такое? Считай, Виктория, что это за устройство, как оно считывается? Оно считывается голограмма реальности, Мгм. мозг, искусственный интеллект, какой-то компьютер. Виктория, считай, информация на физическом плане есть это устройство? Есть. Так, как оно выглядит? Э, Я слышу прошлая цивилизация, Так. прошлая реальность. И я вижу, что один из этих даров, которые эта царица Савская привезла, Мгм. был, это считывается инструмент предвидения, Мгм. этот компьютер. Виктория, считай, сейчас, в это время, в настоящем, где мы находимся, это устройство еще существует? Есть, да.
Кто хозяин этого устройства? Владелец. Я вижу такие фигуры черные, несколько, и они так Мгм. склонились. А это оно вот так как вырывается вверх, как луч, Мгм. и как луч, и вот так раз разворачивается, и там такой, вот это как видеокамера. Мгм. Оно вот так вот быстро, как луч, ну как от Земли, вот так как Земля, то прямо как в космос. Мгм. А потом вот так разворачивается и как фотографирует. Мгм. Так, а где оно находится физически? Посмотри, Виктория, где она находится сейчас физически. Адрес. Что-то. Какое-то, слышу, Магомед или Магомат. А, Так, кто это Магомед? Я ему приказываю проявиться. Сейчас я смотрю, где это. Я вижу, Мгм. что это на востоке, Мгм. какая-то пустыня. Так, какая страна это? Читай информацию. Название страны. Сейчас вот я вижу, где это. Мгм. Сейчас Наложи я карту. почему-то идет 2 страны: Сирия, Ирак. Мгм. Ну, они там спорные. Есть территория, наверное. Можно. Да, возможно, потому что идет вот так вот Сирия, Ирак, а там как будто бы накладываются вот 2 кружочка один на другой. Мгм. И вот там этот портал, и там это находится. Так, кто пользуется этим устройством, приказываю ему проявиться. Проявляется не человек, проявляется сущность, как выглядит как старый мужчина седой. Мгм. Он так сидит, привязан туда. Его борода, такие вот эти Мгм. длинная-длинная борода, и он там привязан к этой бородой, к этому излучателю, к этому компьютеру. Так, ладно. Я не знаю, стоит ли дальше это рассматривать. Кажется, ясно все с этим, Виктория. Да, Мгм. Давай, отсоединяйся от да. этой ситуации. Так, вот эта ситуация, посмотри, когда этот Илья хлопнул по попе царицу Савскую. Да. Спроси у этой царицы, э, видит ли она, что подключилась вот эта привязка в этот момент? Видит ли она? Я вижу, как интересно. Да, там был какой-то, считывается, как будто аукцион. Это как какая-то шоу, и показывают разные диковинки. Вот показывают, я вижу, такая золотая птица, такая большая-большая, и она искусственная, и она поет. Мгм. Может, это вот этот компьютер? Сейчас я посмотрю. Посмотри. Да, это она. Это большая птица, она как жар-птица или павлин. Вот, павлин. Мгм. Как огромный павлин сделано. Глаз у павлина, где глаз, вот как стоит он, вот это правый глаз.
я вижу с правого глаза вот этот выходит луч. Мгм. И что появляется? Что-то как голограмма? Сейчас я посмотрю. Мгм. А все вот так сидят, стоят и Мгм. восхищаются. Так, где в этот момент находится эта Савская? Я вижу, она вот так показывает Мгм. этому царю, который там сидит. Соломону? Соломону, да. Мгм. И я вижу, что она вот, как будто м, рекламирует какие-то диковинки. Какое-то, ну, оно мне вот так идет, нанотехнологии. Мгм. А спроси у царицы, зачем она это демонстрирует, с какой целью? Она говорит вот так, вот как она стояла, и у нее вот эти сундуки, она обращает внимание на этого царя, который весь сидит, и все место, где он сидит, и этот дворец, все вот так находится в таком энергетическом, энергетическая сфера такая, и все сияет. Она вот так как бы к его ногам, вот ты спросил, зачем, а она говорит, мне нужен его доход. Мгм. Так, а зачем этот доход ей нужен? А какой доход? А у нее и Мгм. так все есть. Спроси, какой доход ей нужен? Так, это я слышу какая-то интрига. Интрига, афера, Мгм. доход. Говорит, доход души. То есть вот этот цвет. Мгм. Так, а зачем ей этот цвет? Спроси у нее. А она поворачивается к этому человеку, который ее держит, и говорит, показывает вот так, чтобы разодрать, говорит, поделить. Понятно. Так, хорошо. Теперь давай посмотрим контракт, Да. который она заключила с этим Ильей. Пусть она покажет этот контракт, о чем они договорились. Я слышу ее. Она говорит, я получу его мудрость. Мгм. И я вижу, как она как будто бы заглатывает вот этот луч, который вот в космос вырывался, а потом возвращался. А, Мгм. Считывается вот так. Э, ну, оно, конечно, круто, считывается как дефект знания. То есть это технологические знания, технократия. Мгм. Вот. Это начало технократии, технократического общества. То есть замена Ясно. живого разума технократическим. Да, Мгм. это точно. Сильно в секторе интерферентов расстроились. Вот там, где это источник матрицы. Мгм. Вот оно как. Так, хорошо. На что пошла в контракте Алло? На что она согласилась?
Я вижу, она поворачивается, вот когда он ее вот так ухватил за талию, и они поцеловались, такой черный поцелуй. И Мгм. этот черный поцелуй, это вот имеет отношение вот к этой, к этому экрану, который, когда она спала пару дней назад, и на нее надвинулся. Да-да-да. Мгм. Да. Она соглашение с дьяволом подписала. Так, хорошо. Я приказываю всем сторонам этого контракта проявиться в соответствии с их эфирным ДНК, встать в ряд. Кому? Всем участникам этого контракта. Потому что я куда-то улетела, и я вижу, что когда был предоставлен этот компьютер Соломону, то этот звездочет, он начал там управлять им. Мгм. Он до этого как Придворным будто бы какой-то. не был, При дворе этом. Мгм. ну, как бы этим не занимался. А потом раз, и он начал что-то там, как будто вошел в эту птицу и начал там эти шарики. Опять вот эти шарики. Ну да, вот эти шарики, они, видимо, и связаны с этим компьютером. И они начали вот эти шарики рассылать кругом, эту искаженную реальность, голограмму реальности. Мгм. Виктория, считай, вот это устройство сейчас и Илья как-то связаны? Да, это вот как этот павлин, и у него такие перья. Но я вижу, как оно работает внутри. И там Мгм. вот эти шарики, шарики, и этот глаз там запускается. Это такой компьютер, но он не механический. Я слышу визуальный. То есть он энергетический, духовный, скажем так. Мгм. Но он был на физике. И он оставил свой след в эфирном пространстве, то есть оставил свой слепок, отпечаток. Мгм. Так, а Илья имеет к нему доступ сейчас? Нет, Мгм. к реальному нет, я А к слышу, эфирному? к материальному нет, а к эфирному имеет. Ага. Так, понятно, хорошо. Виктория, пока отсоединись от этой ситуации, Да. давай посмотрим всех. Я приказываю всем участникам этого контракта проявиться. Появляется, я вижу какое-то существо с крыльями, а крылья э, как в болоте увязли. Мгм. И он так искусственным светом поблескивает. То там блик, то там, то там. И Мгм. силы у него нет. Он весь потухший. Так, кто? Сатанаил. Мгм. Так, кто еще? Участник контрактов. Дальше я вижу в секторе магии стоит вот этот круг. Там несколько человек, которые головы вот так свои нагнули. Они как будто в черных капюшонах. Среди них их как будто 3, а четвертый вот это как черномор. Ноги вот так коромыслом, подключка, борода. На Мгм. физике это и Илья и Мона. Оно так звучит Илья Мона, как одно целое. Мгм. Так, а еще кто эти трое приказываем проявиться? Они какие-то хранители. Так, кто из них главный? Приказываем ему отвечать, кто он такой.
они какие-то... Сейчас лицо. Это соратники его. Это с которым Мона работает один. Лицо Так, его увидела. Но я его видела только один раз. Давно уже. приказываю ему отвечать, как его имя в этом физическом воплощении. Пусть он напишет. Приказываю ему написать его имя Я этого его воплощения. вижу. Мгм. Я его вижу. Он стоит, вот как Илья стоит за головой Моны всегда. Вот точно так же он вот так стоит, а Мона так внизу лежит. Мгм. Так, А кто он имя не... такой? лицо вижу, а имя не идет. Приказываю ему написать его имя. Это приказ. Но он бросается такими какими-то красными энергиями и посылает куда-то. Так, приказываю ему забрать все его воздействия и карму ему за насилие. Я слышу Миша. Мгм. Так, закрою этого Мишу пока, чтоб не Да. хулиганил. Кто еще двое? Следующего выбери. Соратника. Они вот так разложились, как книжка-раскладушка. Мгм. Такие же, как Черномор, только плоские. И появился вот этот дедушка бородатый в секторе интерферентов. Какой-то дух. Призрак. Это призрак. Мгм. Это призрак, он привязан. Это чей-то дух, который привязан к этому механизму управления реальностью. Это же Мгм. душа человеческая. Так. Он вот так бородой привязан к управлению реальности, к этому компьютеру. Мгм. Так, а считай, чья это душа? Есть А, носитель на физическом плане кто-то? Сейчас я посмотрю. Мгм. Ну, покомандуй. Так, приказываю. Так, Ну, скажи, на приказываю. счет 3 ты На счет 3, увидишь. Виктория, ты увидишь, кто носитель этой души. 1, 2, 3. Ну, я слышала, а сейчас я вижу Мона. Нормально. Так, хорошо. Отсоединись от нее. Да. Так, последний, там третий какой-то хранитель. Этому хранителю, оставшимся, приказываю отвечать, кто он такой. Ну, их два еще. Один какой-то Станислав. Мгм. Так, еще кто-то. Так, кто там последний? Приказываю ему проявиться и отвечать, кто он такой. Он ударил как мечом таким черным, и меч его разломался. Мгм. Карму ему за насилие отдавай. Приказываю ему отвечать его имя. Это в этот момент вырвался такой дух. Он вот так этим разломанным мечом вот так по параллели пошел, там, где под ногами у У кого? Алуа. Так, И там приказываю. Мгм. есть. И оттуда вырвался такой дух, как зверь, как собака. Мгм. Мантихор. Мантихор. Да. И он рванул вот туда, в скарбницу. Мгм. Это вот где правая нога, это вот в эту сторону. Мгм. Скарбница — это там, где сокровищница. Вот.
Так, Мгм. контракт. Я вижу, как Алуа наклоняется. Так, нужно эту душу отпустить, этого призрака. Так, а как отпустить? А как просто передать информацию об Ага. освобождении, что никто не имеет права по конам Вселенной удерживать. Там они сделали ритуал Мгм. и привязали душу. Я Моне Хорошо. показываю. Я вижу, как я зашла в эту квартиру Мгм. и показываю ей. Вот как-то у нее такие огромные сферы, шарики на глазах, где она считывает информацию с этой реальности параллельной, с этой матрицы, которую Мгм. сам же устроил Илья. А я между этим раз. Передай информацию, что она нарушает коны Первого Творца, занимается магией. Она в этой ситуации, я захожу в ту ситуацию, Мгм. где она, как жертва, ее Как привязали. жертвой? Ага. Давай Да. посмотрим. Я ей передаю Ага. информацию, что она может, вот ее эта борода, Угу. И? вот, как бы привязана к этому механизму. Угу. Я ей показываю, что если она хочет, она может. Она говорит, что устала, что она может отсоединиться в любой момент, что по конам Вселенной никто не имеет права ее удерживать. Угу. Вот, ну мы передали информацию, а дальше она как хочет, это ее дело. Угу. Хорошо. Алгоритмы Я, освобождения. да, я вижу, как подул такой сильный ветер, и с этих шариков вот этот белая энергия, вот этот гипноз, Угу. он уходит, и эти шарики становятся пустые. Я передаю, что она, если хочет, она может послужить священной вселенной и освободить ее божественную душу от этого источника зла Угу. и опустошить антимир от поддержания его, ее же чистой энергией. Угу. Так, а сейчас переходим к контракту с Алуа. Я Угу. отсоединяюсь от этого. Отсоединяйся, да, от всего остального, кроме этого контракта. Виктория, отсоединись. Так, вижу, как он цап ее за попу. Угу. Вот. И они склонились, считывается перед мудрым царем, а сами Угу. поворачиваются, подписывает контракт. Так, какие условия этого контракта? Алуа показывает, как она как будто бы проглатывает этот луч. И он говорит, что мы будем хранителями. Она говорит, что будет хранительницей. Он ей как бы обещает быть хранительницей дивных знаний. Угу. Царь Соломон, я вижу, что он воплощение гармонии, и он был самый мудрый человек на земле, потому что пользовался мудростью гармоничной вселенной. Но вот я вижу, что Что? Потерял этот мудрость или отвлекся от нее? Что нет, произошло? я вижу, я слышу наложница. Угу. Надо посмотреть, не была ли наложницей эта царица Саавской. Была. Да? А я Угу. услышала.
что он, вот этот, который Илья, он ее завел в гарем. И она Мгм. стала наложницей, она родила сына. Не, а может, кого-то другого. Сейчас я посмотрю, кого она родила. Посмотри. У нее родилась дочь. Мгм. Так, Виктория. А читай информацию. Вот этот Илья, он был евнухом, правильно я думаю, или он кем-то другим был? Он, да, он как управляющий гарема был. Мгм. Так, а вот этот Миша, кем он был? Но мне идет, что какой-то моторист. Он с этой техникой связан как-то. Мгм. Так, а Станислав, кем он был? Он как дух, я слышу, дух. Он вот как этот черный мантикор. Мгм. Так, Виктория, а Мона кем была? Она дочкой была. Мгм. Которую родила Алло? Да, Нормально. мне так идет. Я вижу Ясно. этого ребеночка маленького. А потом ее душу привязали. Эта душа превратилась как будто бы в старца. И Мгм. Привязана к этому устройству в эфирном да, да, и поддерживает вот этот а, компьютере вот этот, в общем. компьютер, да. Понятно. Так это, я слышу, слияние произошло. Вот этой божественной мудрости и, и вот этот я слышу автократия. То есть два вида власти. Власть Бога и власть дьявола слились в одном. Мгм. Я слышу, да. А на физике это я слышу в одном ребенке. То есть Ага, понятно. В момент рождения или когда там да, соединились вот им эти. нужно было на физике это воплотить, потому что я вижу, что этот компьютер, он какой-то такой интересный. Сверху он как золотой, как будто птица. Мгм. Так, ладно, Виктория. Спроси у Алла, видит, что она допустила, чтобы ее ребенок слился с этим устройством. Видит она это? Она говорит, что она видит, и показывает мне это платье парчевое, которое вот так сузилось. А это осиная талия, это символ предателя рода, своего Мгм. человеческого рода и продолжения себя. Я вижу, как она это платье вот так снимает, а у нее М. живот растет, как будто бы она беременная, быстро-быстро э, развивается ребенок. Мгм. Она берет и эту курицу, считывается пальма власти, этот компьютер. Мгм. Она ее разбивает, а внутри у этой курицы вот этот жидкий кристалл, вот этот компьютер, который я видела в начале, как Мгм. пирамиды перевернутые проявляются. А внутри я вижу, как этот ребенок вот так ручками, ножками пытается выбраться оттуда. Мгм. И Так, она вот хорошо. вдруг достает такую черную ленту, контракт этот, Мгм. и как будто эту ленту вот так перерезает, как будто открывают что-то. Она говорит, что вот так.
смотрит, оборачивается, смотрит на эту руку, которая ухватила ее за талию, на эту руку, которая ее цапнула за попу, смотрит и видит эту подключку, которая Мгм. с копчика, и поэтому и зонтик над ней. И я вижу, как в этой реальности она как будто резинкой, ластиком вытирает этот символ цельнозора. И вот так компьютер хлоп, закрыла. Мгм. Я вижу, как она села, как глаза зажмурила, и вот так силой мысли просто выталкивает из себя эти черные энергии. И этот жезл или как Мгм. портал черный, Портал. как древко от флага, Флагшток. Мгм. да, оно вот так рассыпается. И вот эти черные зверьки, которые там его образовали, оно тоже все рассыпается. Мгм. Она вот так рот открывает и вытаскивает, говорит ложную мудрость. Вытаскивает эту змею с камерой на глазах, ну, вместо Мгм. глаза. Вытаскивает. Я вижу, как она заходит в пространство Соломона, ноги вытерла. Что интересно, перед порогом вот так хорошенько повытирала ноги. И Так. она вот так поклонилась царю и обернулась вот так, и пальцем показывает на сектор интерферентов, Мгм. говорит зло. И я вижу, как у нее из уха выходит такой черный, это то, что он нашептывал, этот звездочет, а, чтобы создать эту фиктивную реальность и искусить Соломона. Она выступила как искусительница Соломона. Мгм. И я вижу, как она вот из уха вытаскивает эту черную энергию. Мгм. И я вижу, она берет и вот так этой птице а, как голову открутила этому устройству, Мгм. сняла эту сверху, как башня эта шея была, и там вот эта энергия через глаз шла, которая показывала или Мгм. создавала реальность. Вот так как-то я вижу, как Ну, создавала экран голограмму. такой Да. какой-то, да. Мгм. И она это отломала, и эта курица перестала петь. И перестала, это как телевизор, что ли, современный, или компьютер, что такое. Вот. И она достала этот внутренний механизм создания реальности и М. разбила его и достала черную, о, точечка вот эта черная, которая в начале была. М. Чёрная точечка. Механизм этот главный. Мгм. И он вот выглядит как символ цельнозора. Вот так, как шарик, разделен на такие, а, как пирамидки, как будто бы эти пирамидки вот так вложены друг возле друга и образовали как не шар, а такой с гранями, с такими шарик. А Мгм. внутри это вот как центр управления черный принадлежит кому? Кто хозяин, приказываем проявиться. Это механизм управления реальностью. Появляется этот сатана, Мгм. этот ангел падший, и я вижу, что эта подключка идет у него к пупку прямо. Вот этот механизм тоже считывается как пуп. Так, а кто создатель этого механизма? Приказываю проявиться Он вот так создателя. говорит: "Я? Кто еще?" Мгм. И этот ангел превратился в этого Черномора. У него ноги такие, вот это все.
и подключка, вот этот пиндер вниз висит черная, прямо к такому же, к такой же конструкции в его пространстве. Мгм. Так, а на каких энергиях работало первоначально это устройство? Что является генератором? Ядром? Я хочу узнать, нет ли там какой-либо светлой души в этом устройстве? Ну, почему же нет? Есть, Виктория? Ну, это Считай. не отдельное. Я вижу, ну, я сейчас, смотри, я сейчас нахожусь в пространстве этого Сатанаила. Ага. Это ядро, оно у него в пупке, как пуп, Мгм. как зародыш. И от этого пупка, вот с третьей чакры, через пиндер идет подключка у него, и он, на нем висит это ядро в его пространстве. Очень тяжелые эти энергии. Мгм. Оно считывается как какой-то, как ядерный взрыв, вот такой черный шар. А с этой стороны через его пуп тянется вот туда. Так, А куда там, когда я тянется? смотрю, то я вижу, ну, я слышу Мона. Мгм. Ну, вот это то, что мы видели, да. Да, я понял. Так, хорошо. Понятно. То есть в нашем пространстве физически воплощенный человек должен Мгм. был быть для того, чтобы проецировать реальность антимира в нашу физическую реальность. А в его пространстве, естественно, есть вот эти зеркала. Это Мгм. все, оно там держится на его энергиях, но есть зеркала, как я слышу, двойники, как электронные двойники событий. И вся информационная копия тоже у него там хранится. Понятно. Он тоже просматривает то же самое, что Мона видит, да? Вся эта информация к нему попадает. Нет, наоборот, она видит его реальность. Ага. А он, А, естественно, она смотрит в его реальность, поэтому вот это символ, вот эти, я вижу эти глаза огромные, а он как творец этой его фантастической реальности, потому что ничего такого там нет. Это все иллюзии, фантазии, программы, обман. м, Поэтому они цепляются за... Им нужна живая энергия живых душ, и им нужна физическая энергия а, воплощенного разума, понятно. подтверждение этих иллюзий, то есть когда люди одобряют иллюзии, Мгм. фантазии и говорят, да, это реальность, да, это хорошо, тогда это они таким образом происходит это Подпитка. воплощение, М, воплощение их планов, их мгм, фантазий в реальность, минуя мгм. законы Вселенной. И таким образом карма не срабатывает на них, потому что они благополучно это перебрасывают. Ну, теперь понятно, откуда На Мона тех, все это видит. да, Мгм. Да. Хорошо, Виктория. Посмотри в контракте, что еще мы должны рассмотреть. так, я обращаюсь к Алуа и спрашиваю, что она... вот еще, она как будто бы напилась этой черной энергии. Я ей передаю, что ее рациональная часть хочет расторгнуть все контракты. Я вижу, как она меняет эту ситуацию, и она Соломону показывает этого врага. А Соломон встает, и вот так этот шар, возле которого она пришла и ноги вытерла, а потом зашла, он раздвигает и берет ее внутрь этого шара, Мгм.
и перемещает ее в сектор будущего, в сектор первоисточника. И он выходит с этого пространства низкого. То есть таким образом она стала как искусительницей для него и началом упадка Мгм. царя Соломона. На самом деле это упадок божественной власти произошел, и восторжествовала власть автократии, потому что в эфирном плане во священной вселенной каждый равноправие, скажем так, нашим языком, как демократия, да, типа Мгм. равноправие, выбор, то есть человеческая власть, божественная власть с Да, человеческим у лицом. нас Рада, как бы у нас Рада совместно, а у них демонократия. Ну, это уже игра разных Да, слов, а смысл да, такой, что здесь в светлом пространстве управляют все по конам Священной Вселенной и равноправие, то есть права каждого субъекта, каждой учитывается. души сохраняются и охраняются конами Вселенной. А там интересы только одного человека, то есть вот эти автократические, тоталитарные в Мгм. нашем времени, это Пирамида правительство. власти, да, Ну, это как и сейчас есть только да. два вида власти. Есть демократическая, когда учитываются интересы человека, и во главе всего стоит индивидуум, человек, а власть служит, она внизу этой пирамиды находится. И наоборот, автократичная власть, власть демоническая, когда один считается репрессатор, репрессирует других ради своей единоличной власти. Мгм. Гордыня. Хорошо, Виктория. Тогда пусть Аллах разживет полностью этот контракт, родит, если хочет, моно чистой, без всяких этих подключек. Она родила, переместила ее в светлое Мгм. пространство. Мгм. Я ей передаю, вот она сломала эту курицу, этого Расстройство. петуха, да. Мгм. Так он считывается тоже как петух, как будто бы. И я вижу, отрывает этот хвост, и с этого хвоста отпадает эта подключка, и у нее подключка отпала, и эта рука, которая ударила ее по попе, тоже уходит, и сектор магии тоже уходит. Мгм. И она смотрит на свои руки, они чистые. И вижу, сейчас она отменяет это воровство, этих туфелек, и она положила их обратно. Это тоже все уходит. И Мгм. подключка от сердечной чакры. Я ей передаю, чтобы она освободилась, освобождала все ее тело, физическое, все эфирные тела во всех воплощениях от любых негативных контрактов, от любых решений негативных, когда она шла на поводу Да. у антимира. Мгм. Делает это. Делает. Мгм. Там была ситуация с собакой, которая на нее напала. Пусть она изменит эту ситуацию. Я вижу, как в эфирном пространстве все эти события были уже запрограммированы от рождения наперед. Мгм. Вот этот укус собаки, этого все было наперед. А кто? Кем запрограммировано это было? Ну, вот этот астролябий, вот это, Мгм. эта матрица. Да. Пусть Аллах приказывает этой матрице забирать все эти воздействия программирования ее судьбы. Сейчас я вижу, как ее энергосфера увеличивается, а вот эта штуковина с этими камерами, этот компьютер, Мгм. я ей передаю, чтобы она его уничтожила в ее эфирном пространстве.
Мгм. Этот вот, который механик, это он создал этот компьютер, наверное. Михаил? Ну, я вижу, что он как будто бы на что-то крутит вот так, считывается механик, как на велосипеде как будто бы. А что это означает? Как движется движение. И какой-то указ она отменяет. Мгм. Она говорит, что отменяет указ о создании, а называет вот этого как-то вампиром, этот компьютер. Мгм. И я ей передаю, чтобы она уничтожила эти все энергии в тех артефактах, которые сохранились до сих пор. Я вижу, как этот считывается пуп, вот там, где Иран и Сирия, вот там, где вот так как будто Мгм. бы два круга друг в друга зашли. Он вот так утянулся, и эти кружки вот так и разошлись, распались. Так, и я вижу, как она а, а, смотрит вот так, а этот говорит, что мы поделим. И она Мгм. забирает что-то у него. Что А, она за? свою светлую энергию. Мгм. Она все забирает из сектора интерферентов. Я ей передаю, чтобы она вернула себе все, что ей принадлежит, а все чужеродные черные энергии пусть отправляет в портал на утилизацию. Мгм. Пусть она все пропустит через сито, чтобы к ней попало только ее, согласно ее эфирной ДНК. Ну и как такой звук, Мгм. она как пришелец вот считывается. Я не помню, я говорила уже или нет. Как будто бы с других миров она пришла очень далеко. И она Мгм. шух, сиганула вот так в сектор первотворца, но Мгм. считывается как а, в дружественную галактику. Ага. Ну да, было что-то такое звездное. Да. Мгм. И там я Хорошо. вижу, она развязывает, вот какой-то узел там есть. Мгм. Она берет ножницы, и вот это, знаешь, как разрезают ленточку, там открывают какой-то архитектурный объект или дом какой-то, что-то значимое. Мгм. Вот, и я вижу, как она Какой-то. вот там Мгм. стоит, вот в секторе миссии Мгм. и разрезает. И эта ленточка, вот черная половина, она в сектор магии, как портал такой плоский уходит. Второй от этих ножниц в эту сторону такой, как гипноз белый. И Мгм. она вот так поднимается, и я вижу, как она выходит. Вот это сон, как ее так накрыло. И так уходит сейчас. Вышла. Мгм. Ее энергосфера, вот крылья, она поднимается вверх. Отлично. И как птица, как вот эта жар-птица, и поет. Какая-то музыка такая, как песня, голос такой. То есть она говорит, что вернула свою радость и так радуется, поворачивается туда-сюда, вот так говорит, что вернула свой творческий. Мы говорим потенциал, но это Мгм. как душу свою. Я ей передаю, чтобы она со всех тех мест, где она сотрудничала с антимиром, чтобы она отменила все те неправильные решения, где она обманывала саму себя и М. других, чтобы она очистила все ее пространство от любого проявления лжи, Да, пусть она насилия. Да. исправит все погрешности, чтобы оставаться свободной. Я вижу, как этот имплант у нее отпадает с этим зонтиком. Она Мгм. выключила компьютер, вот эта красная кнопка, отправила в портал на утилизацию. Отлично. Мгм. Хорошо, Виктория. Пусть Отлично.
Да, я вижу, она сияет вся. Мгм. Поднимаемся максимально вверх. Да. Посмотри, как она сейчас выглядит. Ничего ей сейчас не мешает. Спроси у нее. Я вижу, что она проделывает работу внутреннюю, такие как, снова как шнуры такие. Она их вот так туда-сюда растягивает. Я ей передаю, чтобы она избавилась от чужеродных. Они считываются как тяжи. Мгм. Это вот эти следы этих событий, по которым этот компьютер выискивал. Я ей передаю, чтобы она убрала все эти тяжи и уничтожила этот компьютер, этот глаз, Мгм. и запретила считывание эфирного ДНК в ее личном пространстве и в пространстве любой другой души человеческой и в космосе, и запретила воздействие этого и действие этого компьютера. Мгм. Глобальный компьютер Пусть считывается она в сделает фальшивой это. реальности. Мгм. Мгм. И пусть она откажется создавать этот компьютер. Если она принимала участие в этом, пусть она изменит это решение создавать его. Я вижу, как уходит этот глаз. Мгм. Хорошо. Она чертежи смотрит. Она их вот Мгм. так порвала, Мгм. выбросила, как в сектор магии. Ее подговаривали эти. Ее тоже Да. использовали, да. Вот эти, да, участники этого Мгм. контракта. Ну, хорошо, Виктория. Мгм. Они почему-то Так. идут как голубые маги. Мгм. Почему голубые? Почему голубые, Виктория? А у них подключки все Мгм. к одному месту. Понятно. Так, ну хорошо, я думаю, на сегодня достаточно. Мгм. Спроси у Аллы, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Она показывает книгу, которая вот так как бы вошла в нее. Так, что это за книга? Как она считывается, эта книга? Название. Что-то видишь, Виктория? Сейчас я посмотрю, я ее спрошу. Угу. Спроси, Виктория. Она говорит, мой закон. Так, Говорит, мой закон совершенства. так, а почему закон, а не кон? Ну, это имеется в виду, она говорит, вот так показывает, как механизм. Мгм. Так, давай посмотрим, какое решение привело к тому, что эта книга попала в ее пространство. Она говорит, что вернула свой силуэт из прошлого. Ага. Вот это зеркало, что я видела, которое как у Люцифера находится, Мгм. через эти действия неправильные, когда человек идет по стопам его, скажем так, делает неправильные решения, то Мгм. в этой виртуальной, я слышу виртуальная реальность, в этой виртуальной вселенной, в виртуальной реальности остается след, который доступен этим духовным сущностям. И, Мгм. ну, и вот так снова слышу, паразитам, потому что во Вселенной, в принципе, каждый может считать любую информацию, но вот эти в гармоничной Вселенной
все так срабатывает, что никто никого не использует и никому нет дела до решений других. То есть каждый заботится о себе. И таким образом все заботятся о всеобщем благе друг друга, и потому что заботятся о себе. Да, каждый связан со всем. Да. А там наоборот. Так, а вот эту книгу, зачем она ее вернула, чтобы не использовали этот слепок? Она говорит, что вернула свою миссию себе. Мгм. Хорошо. Так, ну Я ладно. ей передаю, чтобы она очистила все ее пространство, призвала все частицы души и отменила все ее решения. А, Пусть Я она вижу отменит. какие-то спички над головой. А, О, вот спички над м, головой. Чтобы она отменила нападение этой собаки и мгм. отменила эти... Похождение к этой бабке. Но она не ходила ее Да, там. мама привела к этой Мадине. Пусть Да. приказывает эти бабки забирать все ее воздействия ее руками. Их. Мгм. Мгм. Так, пусть отдает карму. Я ей Мгм. передаю, чтобы она восстановила ее все пространство согласно конов Божественной Вселенной, чтобы она восстановила свою суверенность, гармонию, красоту, радость. Пусть еще раз родит своих детей чистыми в эфирном пространстве. Мгм. Хорошо. И она вот, я вижу, наклонилась, вот как эти сундучки там лежали, и она вот эти сундуки выбрасывает, пустые сундуки. А где же, вот это тянется в сектор магии, тянутся вот эти а, как бусы, Мгм. жемчуга, а этот пихает в карманы, в сапоги себе, пихает это все. Я передаю, чтобы она вернула с Мгм. этого Да. контракта, с ее того воплощения. Это было ее миссией, вот когда она прилетела Мгм. с этого. Она вот этих диковинных животных, вот это все, чтобы она... Я так думаю, что вот эта царица Савская, она прилетела, ну, пришла не с другой земли, не с другого царства, а прилетела как инопланетянка. Я вот это так вижу. Ну да, так оно было в каком-то сеансе. Про- По крайней мере, прозвучало. Интересно. Так, хорошо. Пусть приказывает этому Или, чтобы он отдавал все это награбленное. Да, и чтобы она его уничтожила в его пространстве, вернула все, что ей принадлежит, Мгм. гармонию, радость, счастье, творческий потенциал, богатство ее души, ее пространства, а все чужеродное пусть выталкивает в портал на утилизацию. Мгм. Хорошо. Пусть это она сделает, очистит себя полностью, восстановит все ее жизненные функции согласно ее эталонам эфирным ДНК и запрограммирует на жизнь, гармонию, счастье. Вижу ее миссию с этими цыганями. Вот Мгм. кто-то ее как будто бы что-то по руке водит и показывает на эти контракты. Это как она шла в эту миссию с этими всеми. Мгм. Вот так ее и водили эти цыгане. Это как повторение этого события. Мгм. Я вижу, что она отменяет это событие, как будто бы вырвала из-под ног у этих цыганей такой коврик. Вот простыня проявилась, видишь? Мгм. Да. Вот. Я вижу, как у нее появился как экран перед ней,
и она быстренько раз расставляет все по местам, как ей нужно, как Мгм. гармонично в ее пространстве. Да, все хорошо, энергосфера Мгм. правильной формы. Все хорошо. Мгм. Ну хорошо. Тогда поднимаемся все вместе максимально вверх, Мгм. наполняемся, чистим каждое свое пространство, жизнью наполняемся энергией, закрывая порталы. Виктория, отсоединяйся от всех и всего. Да. Проверь еще раз твое пространство. Так, этот компьютер проявляется, я его уничтожаю. Уничтожаем этот компьютер на всех уровнях, во всех временах. Раскладываем на все, на ничто, то есть на Мгм. полную Полная аннигиляцию. аннигиляция. Мгм. Запрещаем считывание информации и руководить жизнями гармоничных душ. Отправляемся в Запрещаем. портал на Мгм. утилизацию. Отправляем. Мгм. Место пустым не бывает. Наполняем это все гармонией, жизнью и светом. Да, Хорошо. Так, Виктория, проверь твое личное пространство. да, все хорошо. Мгм. Наполняйся энергией любви, жизни, гармонии, счастья. Да, Мгм. Я посчитаю, Виктория, от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.